Всем привет! Сегодня будет экспериментальное видео, для некоторых немного душераздирающее, но не переживайте, все хорошо. Я буду уничтожать свой бронзер Catrice, потому что мне не подошел оттенок. Мне невероятно нравится его текстура, поэтому я не стала его выкидывать, не стала его никому отдавать и решила сделать из него более подходящий продукт. На мне этот бронзер, к сожалению, лежит как темный хайлайтер, и я сделаю из него, скорее всего, сияющую пудру. Пока что не решила. Мы вместе что-нибудь с ним сделаем в другом видео. В этом бронзере 8 грамм. Мне стало интересно, насколько этого хватит, и я решила показать заодно вам. Если бы оттенок мне подошел, я бы его наносила именно этой кисточкой от Real Techniques 400. Этой кистью я обычно ношу свой контуринг. Это тоже Real Techniques, скошенная кисть. Но на мне ничего не видно. Это ноунейм кисточка, я ее обожаю. Ей я наношу румяна. Она тоже, в принципе, подходит для этого бронзера. И более плотная кисть Real Techniques 200. Она набирает слишком много продукта. Все-таки в качестве подопытного я выбрала кисть Real Techniques 400. Я постелила бумажку, чтобы потом все аккуратненько собрать. В качестве единицы измерения для удобства я беру один круг. То есть один раз я провожу кистью, это один круг. Ну, разумеется, все наносят бронзеры по-разному. За одно использование у меня бы ушло около 4 кругов, по кругу на каждую щеку и подбородок с носом. Ну, вы для себя, конечно, считайте сами. Чтобы мы не сидели тут до ишачьей Пасхи, я сделала скорость X3. Каждые 100 кругов я отряхивала упаковку, руки, кисточку, потому что это было невозможно. Пыль была везде. Тем временем я уже сделала 100 кругов. Этот бронзер является одним из самых популярных продуктов бренда Catrice. Он пылит, но это не потому, что он некачественный, а потому что это его особенность и его текстуры. Он очень легко отдает продукт на кисть, поэтому отлично растушевывается и выглядит на коже очень естественно. Его можно наслаивать хоть в 700 слоев и будет потрясно. Из-за того, что он мягко спрессован, он сильно пылит, и я бы сказала, что он быстро расходуется. Но давайте все-таки не забывать, что это 8 грамм продукта за $10. И из-за качества продукта можно даже закрыть глаза на упаковку. А к ней мы вернемся в конце видео. Пока я кисточкой возику и развожу грязь, давайте-ка я вам расскажу немножко о бренде Catrice. Catrice принадлежит компании Cosnova. В 2001 году компания Cosnova основала бренд Essence. Он был ориентирован на подростков и более молодую аудиторию. Бренд заинтересовал своими яркими оттенками, смелыми лимитированными коллекциями, максимально доступными ценами. Бренд стал очень популярным, и компания Cosnova решила основать более взрослый бренд, то есть для тех, кто уже вырос из бренда Essence. Компания создает более взрослую и элегантную альтернативу Essence, бренд Catrice, в 2004 году. Я считала, что эти бренды-конкуренты, оказывается, Essence — это старшая сестра Catrice. Происхождение — Германия. Сейчас Catrice продается более чем в 70 странах мира, и одна из главных причин его успеха — это быстрая реакция на тренды. Около 40% ассортимента Catrice обновляется каждый год. Многие вирусные продукты появляются у Catrice уже через несколько месяцев после того, как становятся популярными. Почему у них так много удачных продуктов? Потому что бренд специально выпускает десятки новинок каждый год и оставляет в постоянной коллекции только те, что стали хитами. У бренда нет собственного производства. Они, как и многие крупные косметические бренды, разрабатывают формулы сами, а выпускают их продукцию всякие заводы в Европе и Азии. И знаете, почему Catrice и Essence продаются рядом? Чтобы мы, как покупатели, могли выбрать либо более молодежный и дешевый вариант, либо немного более дорогой и премиальный. Главное, оба бренда принадлежат одной компании. Это очень круто. Бренд не пытается копировать люкс, но постоянно старается делать косметику, которая ощущается дороже своей цены. Упаковка максимально дешевая, но сам продукт шикарный, и не у всех люксовых брендов есть такие бронзеры. Компания активно следит за экологичностью в своей упаковке. В последние годы Catrice постепенно увеличивает долю переработанного пластика и, внимание, упрощает упаковку, чтобы сократить количество лишних материалов. Поэтому не нужно ругаться на их упаковке, они, грубо говоря, делают это для того, чтобы нам легче дышалось. В конце я покажу небольшую вырезку с фотографиями, как стесался рефил. И своей волшебной палочкой я уже намахала 1300 кругов. Половин рефила уже нет. С 1400 круга я буду уже считать 2 круга за один. Да, потому что половины нет, это логично. Вместо того, чтобы его расхламлять, выкидывать или кому-то отдавать, я решила, что сделаю из него более подходящий продукт, потому что мне правда нравится формула.
Если вы переживаете за сверхпотребление или что-то еще, то не переживайте, потому что ни одна крошка этого бронзера не пропала. Я бы все равно перемолола его в кофемолке, смешала с какой-нибудь пудрой и спрессовала в классный рефил, чтобы потом пользоваться. Так что все нормально. Я этот бронзер не украла, я на него заработала и могу вытворять с ним все, что захочу. А если без шуток, я обожаю делать косметику своими руками. Меня уже много раз попросили снять на видео. Я заказала кучу всяких инструментов для моих экспериментиков. Как только они придут, я сразу выложу видео, поэтому, пожалуйста, ждите. Еще я кое-что придумала во время того, как я буду снимать свои эксперименты, сплавливать там новые помадки, прессовать новые пудры и тени. Я на фоне могла бы рассказывать историю всяких брендов, именно косметических, потому что мне это очень интересно. Как думаете, вам понравится или нет? Пишите. В этом краш-тесте самое сложное было монтировать. Я считала все эти круги во время съемки, потом я запуталась, начала злиться и решила, что пересчитаю все во время монтажа. Я чуть не сошла с ума. Осталось не так много продукта, из 1800 круга я уже начала считать 3 круга за один. Пока я снимала это видео, на фоне я смотрела «Игру престолов». Без ускорения это видео занимает 60 минут. 40 минут я машу кисточкой, и 20 минут я пыталась оторвать крышку. Это вы уже увидите в конце. Только к концу этого бронзера я поняла, что не нужно было брать такую длинную кисть. Из-за этого ворса все разлеталось в разные стороны, я потом устала это все убирать. 2000 круга каждые 5 кругов я считала как за один. Но тут уже смысла не было, надо было просто дойти до конца. Если вдруг у вас получилось закончить данный бронзер, то, пожалуйста, напишите, сколько времени у вас на это ушло. Вот здесь уже остались объедки, которые надо было стесать. И Real Techniques 400 я поменяла на Real Techniques 200. У меня уже тут археологические раскопки, я уже чихала потом этим бронзером. Всего я насчитала 2050 кругов, но я думаю, на 2000 можно было бы остановиться. Примерно вот так у вас будет расходоваться этот бронзер, если будете считать по кругам. Здесь каждые 100. Наконец-то мой грязный эксперимент закончился. Каждую пылинку, которую я могу собрать, я собираю в отдельную емкость и иду все вымывать. Это какао я оставляю до лучших времен. Хочу сделать сияющую пудру, немного смешать эту массу с пудрой Pond's. И что-нибудь еще сияющее туда добавить. Теперь давайте обсуждать самое интересное — математику. У меня вышло около 2050 кругов. И если одно использование у меня это 4 круга, тогда получается 512 полноценных применений. Где-то я там считала 2 круга за один, где-то 3 за один, где-то 5 за один, когда этот бронзер подходил к концу. Очень еще важно, какой кисточкой вы будете его наносить, потому что у меня не самая экономная кисть. Потом уже мне так понравилось заниматься этим экспериментом, что я решила дойти до конца и посмотреть, насколько хватит этой упаковки. Я решила закрывать и открывать ее, пока она не сломается, либо пока я не сойду с ума. Я видела, как девочки доставали этот рефил. Нужно нагреть дно, можно поставить на утюжок. У меня есть специальная плитка. И потом это нужно очень аккуратно подковырнуть каким-нибудь скальпелем или топориком для маникюра. Но потом вопрос, конечно, возникает, как это хранить, потому что это запеченный продукт, и рефил этот нужно только клеить на что-то, потому что он никакой не магнитный. В школе у меня было очень много продуктов от Catrice, и даже в университете. И ни один из них я не закончила до конца, но их все я очень любила. И мой самый любимый продукт — это хайлайтер с цветочками. В то время был. Как же мне надоело дергать эту крышку, я чуть не сломала ногти. Кстати, ногти я делаю себе сама, я покрываю их гелем и иногда наращиваю. До моего помешательства на косметике лет 5 назад я сходила с ума по маникюру. И я прям сходила с ума, я каждую неделю покрывала себе ногти гелем, представляете? У меня ногти не портились, потому что я делала все правильно и до конца не снимала материал. А сейчас раз в 3 недели, как нормальные люди. Эта часть с крышкой нам не очень важна, поэтому я очень сильно ее ускорю, если вы не против. Да даже если вы против, мне уже надоело на это смотреть. Я уже думала ее ударить разочек, как если бы я на самом деле ей пользовалась и случайно уронила.
Упаковка заметно так к концу расшаталась, и в конце она уже треснула. Я очень удивилась, но обрадовалась, потому что я устала. В итоге, спустя 20 минут открывания и закрывания этой упаковки, она сломалась. Ну, справедливости ради, хочу сказать, что я не очень аккуратно открывала и закрывала эту упаковку, так что неудивительно. А потом я решила все переместить в баночку, чтобы это было удобно хранить, и все рассыпала, а потом все собирала. В общем, видео подошло к концу. Спасибо, что досмотрели его. Если вам понравилось, то обязательно пишите, может быть, я исполню еще что-нибудь похожее. Всем пока!